Всем привет, с вами Светлана. И сегодня мы с вами отправимся в большое путешествие по рынку недвижимости в Болгарии. От заснеженных гор до столичных проспектов и солнечного побережья. Мы разберем реальные объекты, никакую теорию, только факты, цены и мой профессиональный анализ, который поможет вам сделать правильный выбор. Ну что, вы готовы? Тогда давайте начнем. Болгарский парадокс. Почему страна собственников живет в дефиците? Прежде чем мы отправимся в наше путешествие по рынку квартир в Болгарии, я хочу задать вам одну загадку. В Болгарии 86% людей имеют свое жилье. Это один из самых высоких показателей в Европе. Для сравнения, в богатейшей Швейцарии лишь 42,6%. Казалось бы, в стране, где почти у каждого есть своя крыша над головой, рынок должен быть спокойным. Но вместо этого мы видим бешеный рост цен, сумасшедший спрос и постоянное ощущение дефицита хороших объектов. Как так получилось? Ответ кроется в главном парадоксе болгарского рынка – парадоксе темных окон. С одной стороны, бешеное строительство, с другой, треть всего жилья в стране пустует. Квартиры, купленные про запас, дома в деревнях, оставленные по наследству. Низкие налоги позволяют владеть недвижимостью почти бесплатно, и она просто стоит, не выходя на рынок. И именно этот искусственный дефицит, наложенный на огромный внутренний и внешний спрос, и создал тот раскаленный рынок, который мы будем сегодня исследовать. Мы найдем реальные, живые объекты. А теперь несколько шокирующих, но важных цифр из свежего отчета Национального института статистики, которую вы должны знать. Факт первый. Строительный бум сконцентрирован на юге. В юго-западном регионе, включая Софию, за квартал введено почти 3400 новых домов, а в северо-западном всего 115. Это колоссальный дисбаланс, который показывает, куда движется страна и где сосредоточены деньги. Факт второй. Инвесторы выбирают двушки. Для себя люди все чаще ищут просторное жилье, но для инвестиций и сдачи в аренду абсолютным лидером являются двухкомнатные квартиры, почти 43% от всего нового жилья. Это самый ликвидный формат. Главный совет перед покупкой. А теперь, прежде чем мы начнем, главный совет, который убережет вас от фатальной ошибки. Перед покупкой квартиры в Болгарии обязательно проверьте юридическую чистоту жилья. Местная особенность. Даже нотариус не обязан по закону проверять, находится ли квартира в залоге или под арестом. Почему это критически важно? Сейчас я вам покажу. Реальная история, как бесплатный риэлтор стоил 12 семьям их квартир. Вы часто видите рекламу «Подбор недвижимости бесплатно». Звучит заманчиво. Но я хочу рассказать вам одну реальную историю о том, чем может закончиться такой бесплатный сервис. Представьте, вы покупаете квартиру в прекрасном комплексе. Вам помогает риэлтор, которому платит застройщик. Вы живете там 8 лет, а потом в один прекрасный день получаете письмо от судебного пристава. Ваша квартира арестована по решению суда. Оказывается, застройщик заложил ее банку под кредит на следующий день после подписания предварительного договора и обанкротился. И пристав должен опечатать вашу квартиру и выставить на аукцион. В этом конкретном случае 12 семей лишились своих квартир. По всей Болгарии, по словам пострадавших, таких случаев тысячи. Мошенники продают квартиру дважды. Один раз вам, а второй раз банку в виде залога. Вот как комментируют такие ситуации эксперты. Бесспорно, имеет место неосторожность со стороны покупателя. Нужно помнить, что риэлтор работает на тех, кто платит ему комиссию. Нанимайте специалиста, который будет работать на вас, а не на продавца. Как показывает эта ситуация, это будет дешевле, чем потом потерять квартиру. Если вам интересны и другие схемы обмана на рынке недвижимости, и вы хотите, чтобы мы сняли об этом отдельное видео, напишите об этом в комментариях. Вы только что услышали, сколько подводных камней скрывает рынок недвижимости в Болгарии. Моя работа – провести вас мимо них. Если вам нужен именно такой проводник, свяжитесь со мной. Все мои контакты вы найдете прямо под этим видео. А теперь самое интересное. После выхода прошлого видео про дома я получила рекордное количество ваших заявок. И я хочу сказать вам огромное спасибо за это доверие. Этот шквал обращений позволил мне составить коллективный портрет моего зрителя, то есть ваш портрет. И вот какие выводы я сделала. Вывод первый. Ваша цель – квартира.
Но о доме вы также мечтаете. Почти 60% из вас ищут именно апартаменты. И это видео прямое попадание в ваш запрос. Но еще почти 40% интересуются домами. Это значит, что тема своего участка земли и жизни на природе волнует очень многих. Вывод второй и самый главный. Вы ищете лучшее предложение в народном бюджете. 3 из 4, почти 75% из вас ориентируются на ценовой диапазон до 60 тысяч евро. И это абсолютно нормально. Это значит, что вы ищете максимальную ценность за свои деньги, и такие варианты мы сегодня будем находить. Вывод третий. Вы ищете не дачу у моря, вы ищете новый дом с большой буквы. Подавляющее большинство, более 70%, планируют переезд на постоянное место жительства. Это не импульсивная покупка для отдыха, это серьезный шаг в новую жизнь для вас и вашей семьи. И вывод четвертый, мой любимый. В выборе локации вы доверяете эксперту. Больше половины из вас, 56%, честно говорят, мы не знаем, где лучше. Светлана, ведите. И это самая правильная стратегия на незнакомом рынке. Именно поэтому мы и отправляемся в это путешествие по всей стране, чтобы вы смогли увидеть все своими глазами. Ценовое дно. Сколько стоит самая дешевая квартира? Ну а теперь к практике. И начнем мы с самого дна рынка. Сколько стоит самая дешевая квартира во всей Болгарии? До 10 тысяч евро. На момент съемок их всего 2. Это наглядно показывает, как взлетели цены. Расширяем диапазон. До 20 тысяч евро. И в продаже оказывается всего 50 квартир на всю страну. Это капля в море. И только в бюджете до 30 тысяч евро появляется хоть какой-то выбор. 235 объектов. Давайте посмотрим на ту самую, до 10 тысяч евро. Квартира номер 1. Город Сеново, область Русы. Абсолютный минимум. Мы в 50 километрах от Русы, в городе Сеново. Вот она. 30 квадратных метров на 4-м этаже. Планировка. Спальня, гостиная с кухней, санузел. Есть даже подвал. В квартире сделан базовый ремонт, ламинат, пластиковые окна. Рядом железнодорожная станция. Всего 8691 евро. Это всего 290 евро за квадратный метр. Это и есть абсолютно ценовое дно болгарского рынка недвижимости сегодня. Курортная зона. Горы. Квартира номер 2. Банска. Комплекс Aspen Suite. Классика жанра. А теперь прыжок в совершенно другую реальность. Добро пожаловать в Банско, главный горнолыжный курорт Болгарии. Перед нами классика жанра. Студия 45 квадратных метров. В комплексе Aspen Suite. Рядом с гольф-полями. Комплекс с бассейнами, охраной, сауной. Цена 29 900 евро. Это 664 евро за квадратный метр. Выглядит очень доступно для самого популярного курорта. Не так ли? Квартира номер 3. Банско. Комплекс гондола. Вариант для инвестора. А вот вариант поинтереснее. Фактически это 2 объекта в одном. Двухкомнатная и однокомнатная квартиры, которые продаются вместе. Общая площадь 90 квадратных метров. Полностью меблированные, готовы к заселению или сдаче. Можно жить в одной, а вторую сдавать. Или объединить в одну большую. Цена за обе 78 тысяч евро. Или 867 евро за квадратный метр. И здесь главный плюс. Здания работают как кондоминиум, а не апарт-отель. Поэтому такса поддержки всего 10 лев в месяц. Это колоссальная экономия. Вы только что услышали магическое слово «такса поддержки». Что это такое? Это ежегодная плата за обслуживание общих частей в комплексе. Охрана, уборка, уход за газонами, обслуживание бассейна, освещение, ремонт. Недвижимость – это обязательный и очень важный пункт расходов. Она может варьироваться от 300-400 евро в год. В скромных комплексах до нескольких тысяч евро в элитных. Высокая такса поддержки может полностью съесть весь ваш доход от аренды. Поэтому перед покупкой всегда узнавайте точную сумму и что конкретно в нее входит. Дешевая квартира с дорогой таксой поддержки – это ловушка для инвестора. Столица. Перед тем, как мы ворвемся в столицу, еще один важнейший бытовой нюанс, особенно актуальный для городской жизни зимой – это отопление. Запомните, в Болгарии практически нет центрального отопления, за исключением некоторых районов Софии. Как здесь греются? Кондиционерами в режиме тепло, конвекторами, обогревателями. Ваши счета за электричество зимой будут напрямую зависеть от энергоэффективности здания и типа отопления. Учитывайте это при выборе квартиры для постоянного проживания. Квартира номер 4. София, район Монастырский Ливади. Гараж по цене квартиры. Добро пожаловать в Софию, где рынок живет по своим законам. Район Монастырский Ливади. 10 минут от Южного парка. Перед нами однокомнатная квартира 29 квадратных метров после капитального ремонта. Но есть нюанс. Официально по документам ее статус – гараж.
хотя есть отдельные счетчики на воду и электричество. Цена 75 тысяч евро. Это 2586 евро за квадратный метр. А теперь внимание на динамику цен в этом районе на однокомнатные квартиры. 3 года назад средняя цена была 76 тысяч евро. Сегодня 142 тысячи евро. Рост на 86,8%. Это и есть столичный рынок. И именно на таких объектах, как этот гараж, критически важно проверять тип подключенного электричества – бытовое или промышленное. Разница в счетах, особенно при электрическом отоплении, может достигнуть 2 и более раз. Уточняйте это до сделки. Квартира номер 5. Перник. Возле Софии. Район Мошино. Люкс в панельке. А вот интересный маркетинговый ход. Объявление гласит: роскошная квартира в 12 минутах от Люлина, София. По факту мы в Пернике, район Мошино. Это двухкомнатная квартира 60 квадратных метров. На последнем, 8 этаже панельного дома. Но внутри дизайнерский ремонт. Мебель на заказ, дорогая техника, кондиционеры в каждой комнате. Цена 96 800 евро или 1613 евро за квадратный метр. Средняя цена на двухкомнатной квартире в этом районе 3 года назад была 82 тысячи евро, сейчас 126 тысяч евро. Рост почти 54%. Это пример того, как качественный ремонт и близость к столице поднимает цену даже на панельном жилье. Квартира номер 6. София, Люлин, 10. Семейный вариант у метро. Возвращаемся в Софию, Люлин, 10. Трехкомнатная квартира в пешей доступности от метро Западный парк. 63 квадратных метра. Планировка. Гостиная с кухней, 2 отдельные спальни, 4 этаж из 4. Кирпичный дом. Полностью меблирована. Цена 134 500 евро или 2135 евро за квадратный метр. Динамика цен на трехкомнатные в этом районе поражает. 3 года назад 114 тысяч евро, сегодня уже 200 тысяч евро. Рост на 75%. Близость к метро и развитая инфраструктура делают свое дело. Культурная столица. Квартира номер 7. Пловдив. Судейский район. Компактный старт. Покидаем Софию и отправляемся в культурное сердце Болгарии. Пловдив. Это город для тех, кто ищет баланс. Наш первый объект в тихой части Судейского района. Это квартира на первом этаже, 32 квадратных метра, но с 2 санузлами. Полностью отремонтирована. Цена 56 тысяч евро или 1750 евро за квадратный метр. Средняя цена на однокомнатные в этом районе выросла за 3 года с 76 до 142 тысяч евро. Рост 86,8%. Пловдив наступает Софии на пятки. Квартира номер 8. Пловдив, район Изгрев. Реновированная панель. Смотрим на вторичку. Двухкомнатная панельная квартира, 50 квадратных метров. Сделан ремонт, пластиковые окна, наружные ролеты, светлая, теплая, с работающим лифтом и чистым подъездом. Цена 61 300 евро или 1226 евро за квадратный метр. 3 года назад такая квартира стоила в среднем 44 500 евро. Сегодня 67 тысяч евро. Рост более 50%. Реновация дома и общая динамика рынка делает свое дело. А вот и еще одна болгарская особенность, которую вы часто встретите именно в домах старой планировки. Это итальянский душ. Просто слив в полу и насадка на стене, без всяких поддонов и перегородок. Для местных это норма, но для многих иностранцев культурный шок. Учитывайте это, когда смотрите вторичное жилье. Квартира номер 9. Пловдив, район Изгрев. Готовое решение. Остаемся в том же районе, но смотрим вариант классом выше. Трехкомнатная квартира, 80 квадратных метров, полностью меблирована, гостиная с кухней, 2 спальни, идеальная для семьи или под аренду. Цена 86 тысяч евро или всего 1075 евро за квадратный метр. Средняя цена на трехкомнатные квартиры здесь выросла с 58 тысяч до 82 600 евро за 3 года. Рост на 42,4%. Это показывает, что даже в спальных районах Пловдива недвижимость – это надежная инвестиция. Инвестиции в будущее, покупка на Зелено. До сих пор мы смотрели на готовое жилье, но есть целый мир недвижимости, который существует пока только на бумаге и в 3D-визуализациях. Это покупка на Зелено, то есть на этапе строительства. Это возможность купить квартиру в современном комплексе по цене ниже рыночной. А теперь давайте посмотрим на 2 таких проекта. Квартира номер 10. София, Люлин, 6. Смарт-комплекс будущего. Возвращаемся в столицу, район Люлин, 6. Это двухкомнатная квартира площадью 64 квадратных метра в строящемся комплексе Atlantis Barcode 2. Функциональная планировка. Большая гостиная, терраса. Но главное здесь технологии. Это смарт-комплекс. Видеонаблюдение с распознаванием лиц. Управление доступом с телефона. Зарядки для электромобилей. Вентилируемый фасад для энергоэффективности. Сдача 3 квартал 2028 года.
Цена на этапе строительства 110 850 евро или 1705 евро за квадратный метр. А теперь посмотрим, почему это выгодно. Средняя цена на готовые квартиры в этом районе выросла за 3 года с 84 тысяч до 125 тысяч евро. Рост почти 49%. Покупая на этапе строительства, вы фиксируете цену и фактически инвестируете в будущий рост. Квартира номер 11. Варна, Трошево. 5 элементов комфорта. Переносимся в Варну, район Трошево. Еще один амбициозный проект жилой комплекс закрытого типа 5 элементов. Здесь ставка сделана на комфорт и безопасность, круглосуточная охрана, много зелени, своя инфраструктура с магазинами и ресторанами. Мы смотрим двухкомнатную квартиру 57 квадратных метров на 7 этаже. Сдача также в 2028 году. Цена 85 975 евро или 1508 евро за квадратный метр. А здесь динамика еще более впечатляющая. Средняя цена на готовые аналоги в этом районе Варны взлетела за 3 года с 72 тысяч до 140 600 евро. Рост более чем на 95%. Это наглядно показывает инвестиционный потенциал покупки на раннем этапе у проверенного застройщика. Вы увидели потенциальную выгоду, но важно понимать, что это экономия, плата за риск. Во-первых, это сроки. Вы ждете несколько лет, и эти сроки могут сдвинуться. Это почти норма для любой стройки. А во-вторых, самый страшный риск – банкротство застройщика. Даже солидная и, казалось бы, надежная компания может внезапно обанкротиться. И в болгарских реалиях вернуть свои деньги в таком случае практически невозможно. Покупка на зелено – это всегда баланс между возможностью хорошо сэкономить и повышенными рисками. Учитывайте это. А теперь, прежде чем мы перейдем к обзору прибрежных квартир, я хочу поговорить о главной мечте и о ее суровой реальности. Эти кадры вы наверняка видели в новостях. Они облетели всю Болгарию буквально на днях. На побережье обрушились рекордные дожди. И вот так выглядела мечта о домике у моря. Это не аномалия, это реальность, к которой нужно быть готовым. Когда 3 месяца туристического рая заканчиваются, начинается реальность. И для тех, кто живет прямо у воды, это реальность. Это не только риск вот таких потопов. Это пронизывающие зимние ветра. Это изматывающая влажность, которая проникает в дом. И это плесень на стенах, которую практически невозможно вывести. Зато сдавать? Да. Но сезон короткий, 2, максимум 3 месяца пиковой загрузки и высокая конкуренция. Стабильная аренда круглый год – это крупные города, а там бюджеты другие. И еще практика. В Болгарии все равно нужна машина. Мы, кто живет у моря, на ближайшие пляжи почти не ходим. Едем на чистые, менее людные, часто в 10-20 километрах. Поэтому для ПМЖ разумно смотреть дома и квартиры чуть в глубине. Тише, суше, дешевле в эксплуатации. Море никуда не денется. До него вы доедете. А теперь к объектам. Побережье. Квартира номер 12. Варна. Район Кабакум. Студия у моря. А теперь битва побережья. Начинаем с морской столицы. Варны. Район Кабакум. Рядом с прекрасными пляжами. Однокомнатная квартира 46 квадратных метров. В ухоженном здании с бассейном. И главный плюс – нет таксы поддержки. Цена 56 990 евро. Или 1087 евро за квадратный метр. Цены на студии здесь взлетели. 3 года назад 38 500 евро. Сегодня 67 500 евро. Рост на 75%. Квартира номер 13. Варна. Курортный комплекс «Золотые пески». Классика курорта. Перемещаемся в легендарный курорт «Золотые пески». Двухкомнатная квартира, 55 квадратных метров. На первом этаже в закрытом комплексе 300 метров до пляжа. Терраса с видом на море и бассейн. Продается с мебелью и техникой. Цена 77 990 евро или 1418 евро за квадратный метр. Средняя цена на двухкомнатные квартиры здесь выросла с 75 тысяч до 110 тысяч евро. Рост почти на 47%. Квартира номер 14. Варна, район Бриз. Для жизни. А теперь посмотрим Варну не курортную, а для жизни. Район Бриз рядом с гимназиями. Большая трехкомнатная квартира 100 квадратных метров. В кирпичном доме 2006 года. Огромная гостиная, 40 квадратных метров, 2 спальни. Цена 99 990 евро. Всего 1000 евро за квадратный метр. Супер инвестиция. И вот вам феномен варнинского рынка. Средняя цена на трехкомнатные квартиры в этом престижном районе выросла со 151 тысячи до 200-409 тысяч евро. Рост на 65%.
Поэтому текущее предложение действительно выгодное. Квартира номер 15. Солнечный берег Sunny Day 6. Подвох года. А теперь самый неоднозначный объект – Солнечный берег. Просторная квартира, 61 квадратный метр в комплексе с бассейнами, спортплощадками, рестораном. Цена 29 900 евро. Это всего 490 евро за квадратный метр. Где подвох? А вот он. Комплекс Sunny Day 6 расположен в поле, в 3 километрах от пляжа. Это вариант только для тех, у кого есть машина. Квартира номер 16. Солнечный берег Sunny Ford. Правильный выбор. А вот как выглядит правильная инвестиция на Солнечном берегу. Комплекс Sunny Ford. Самый центр. 250 метров до пляжа. Работает круглый год. Есть охрана, бассейн, теннисный корт. Двухкомнатная квартира 80 квадратных метров на первом этаже. Гостиная с кухней, спальня, гардеробная. Годовая такса поддержки 840 евро в год. Цена 73 800 евро или 923 евро за квадратный метр. Квартира номер 17. Бургас. Район Сарафово. Ликвидный актив. Возвращаемся на южное побережье. В Бургас. Район Сарафово. У моря и аэропорта. Однокомнатная квартира 40 квадратных метров в шикарном закрытом комплексе с 4 бассейнами, спа, рестораном, 50 метров до пляжа. Продается со всей мебелью и техникой. В цену включена годовая такса поддержки 780 евро. Цена 59 тысяч евро или 1475 евро за квадратный метр. Средняя цена на однокомнатные квартиры здесь выросла с 38 тысяч евро до 56 тысяч евро. Рост на 47,4%. Сарафово – стабильный, растущий и ликвидный район. Квартира номер 18. Бургас. Меден Рудник. Народный вариант. Переносимся в самый большой спальный район Бургаса – Меден Рудник. Двухкомнатная квартира 58 квадратных метров на 5-м этаже в комплексе Sunny Hill. Меблированная, есть парковочное место, цена 75 900 евро или 1309 евро за квадратный метр. 3 года назад такая квартира стоила в среднем 48 800 евро. Сегодня почти 70 тысяч евро. Рост на 42,6%. Квартира номер 19. Бургас. Зорница. Гранд-финал с видом на море. И наш гранд-финал. Бургас. Престижный район Зорница. Трехкомнатная квартира 68 квадратных метров на 11 этаже. После капитального ремонта с заменой всей проводки и сантехники. Прекрасный вид. Полностью меблировано. Есть центральное отопление. Цена 129 900 евро или 1910 евро за квадратный метр. А здесь самая интересная динамика цен. 3 года назад средняя цена была 200 тысяч евро. В прошлом году она подскочила до 273 тысяч евро. Но сейчас скорректировалась до 212 тысяч евро. Это показывает, что даже на растущем рынке бывают откаты, и это возможность для выгодной покупки. Заключение. Главные выводы. Подводя итоги нашего подробного обзора, можно сделать несколько стратегических важных выводов. Рынок Болгарии крайне неоднороден. Если ваша цель – карьера и максимальный рост капитала, ваш выбор София. Если вы ищете баланс, творческую атмосферу и IT-перспективы, присмотритесь к Пловдиву. Для бюджетного отдыха идеален Банска, но помните о низкой ликвидности. А побережье – это вечный выбор между более аристократичной и дорогой Варной и более динамичным и семейным Бургасом. А что для вас важнее при выборе недвижимости в Болгарии? Близость к морю и пляжам или развитая городская инфраструктура и удобство повседневной жизни? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Ваш опыт поможет другим зрителям определиться с главными критериями выбора. Для собственников недвижимости. Если вы хотите продать свою квартиру или дом и ищете реального покупателя, я представляю интересы именно таких людей. Самое главное для вас, как для продавца, это будет абсолютно без комиссий. Если вам интересно такое сотрудничество, оставьте свою заявку по адресу, который вы видите на экране. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока. До новых встреч.